Я совершенно не понимаю, как себя вести на первом свидании. Я очень волнуюсь, я не знаю, о чем говорить, что спрашивать, чего надеть на себя. Знакомо? Если вы находитесь на той прекрасной стадии, когда вас ожидает первое свидание, вам будет полезно посмотреть это видео. Я расскажу о некоторых фишках и секретах, которые вам помогут влюбить в себя любого мужчину. Меня зовут Инна Бейкер, и сегодня говорим о первом свидании. Я расскажу, как без манипуляций создать о себе самое лучшее впечатление, чтобы ваше первое свидание не стало последним. Вы получите такой пошаговый алгоритм с точки зрения нейробиологии, психологии, поведения и несколько упражнений, как избавиться от волнения на первом свидании. Первое, с чего стоило бы начать, это, конечно же, внешность и ваш запах. Немного нейробиологии. Доказано, что мужчины больше, чем женщины, восприимчивы к визуальным стимулам. Это является пусковыми стимулами сексуального поведения. Действительно, у мужчин больше, чем у женщин, активируются дофаминовые пути при визуальных стимулах. Очень важный стимул, опять же, который включает этот пусковой механизм, это обонятельный. Наши феромоны. Феромоны по большей части состоят из продуктов распада половых гормонов. Феромоны передают информацию о вашем состоянии здоровья, подходите ли вы партнеру, даже о том, испуганы ли вы. Поэтому будьте осторожны, используя парфюм, например, унисекс или с мускусом, потому что многие парфюмы в составе имеют гормоны животных, именно самцов. Понимаете, о чем я? Если вы в вашей повседневной жизни носите джинсы, рубашки, какую-то очень удобную одежду, то не стоит надевать, например, платье, туфли на каблуках, в чем вы себя будете чувствовать некомфортно. Пускай это будет что-то, что вам привычно. Лучшим украшением на первом свидании будет ваша улыбка и естественность. Второе – это ощущение внутренней уверенности в себе. Как-то я услышала от одной клиентки такой запрос, что она не чувствует себя женственной. На самом деле она выглядела очень женственно, и вот это вот ощущение внутри отсутствовало. И когда я порекомендовала ей замедлиться, потому что она действительно была, движения очень хаотичные, она какая-то вся тревожная, вся такая переживательная. Вот послушайте, если у вас такое же ощущение есть, что вы как будто бы тревожитесь, как будто бы не можете успокоиться, просто начинайте говорить медленней, медленней двигайтесь, обязательно используйте ваши руки при разговоре. Это выглядит очень женственно и красиво. Если вы даже поправляете ваши волосы, то пускай это будет очень медленно и красиво. Иногда, когда женщины очень часто трогают себя за волосы, это выглядит как какой-то невроз. Второй шаг – это ваше внутреннее состояние, ваша уверенность в себе, любовь к себе. Если у вас отсутствует понимание о том, что такое любовь к себе, я немного раскрою это понятие. Это понимание и знание себя. Невозможно любить того, чего вы не знаете. То есть, что я имею в виду под знанием себя? Вы четко понимаете, чего вы хотите. Перед вами сидит мужчина на первом свидании. Чего вы от него хотите? Чего вы точно не хотите? Какая вы? Какие у вас потребности? Кто вы? Ваши желания? Какими ресурсами вы обладаете? Есть ли у вас границы? Какие они? Да? То есть вот это четкое понимание, кто я, что я. Знать и свои хорошие качества, свои хорошие стороны. Знать также свою теневую сторону, да, с чем нужно работать и понимать вообще, кто вы. Потому что когда вы пытаетесь понять о себе что-то или полюбить себя как будто бы другим человеком, как будто бы отзеркалиться, и тогда вы понимаете, кто вы, только когда вам кто-то дает обратную связь. Это неправильно. На этом этапе я бы рекомендовала вам все-таки поработать со специалистом перед началом новых отношений, чтобы понять вообще, что вы хотите, какие ваши границы, потребности, да, то, о чем я сказала немного ранее. Записаться ко мне на консультацию вы можете по ссылке в описании к этому видео. Я работаю с такими темами, я готовлю девчонок к созданию новых здоровых отношений, тем более, если у вас в опыте этих здоровых отношений не было. Вам нужно знать, какие реакции здоровые, поведение и так далее, потому что иногда женщина, идя на свидание с мужчиной, уже придумала образ, она уже придумала развитие этим отношениям и так далее, и когда это не соответствует, естественно, наступает разочарование, чувство какой-то
вины или несостоятельности. Поэтому, чтобы этого не произошло, если вы были в отношениях, которые у вас не сложились или сложились не так, как бы вам хотелось, они были травмирующими, либо как-то плохо закончились, обязательно пройдите курс консультации, чтобы осветить эту тему. Ведь любовь к себе — это и есть то, когда вы самопознаете себя, и в тех зонах, где есть либо пробелы, либо требующие вашего внимания, там развитие. Вот, например, я знаю, что вот есть у меня одна фишка какая-то, да, например, обидчивая женщина, или все принимает на свой счет, или пассивно-агрессивная, еще что-то. Она понимает, что надо с этим как-то проработать, потому что это все будет нестись в новые отношения 200%. Итак, чтобы убрать вот это вот волнение, первое, нужно сместить фокус с того, чтобы понравиться мужчине, озаботиться этим. Уже за вас сделал все это первый пункт. Ваша физиология, вы красиво выглядите, вы вкусно пахнете, ваша физиология все там сделает. Смещаем фокус с того, чтобы мне понравиться мужчине, на то, чтобы он понравился мне. Сейчас внимательно слушаю, что он говорит. Я очень нежно улыбаюсь, я мягко двигаюсь. То есть полностью вы как будто бы вовлечены в мужчину, и вы слушаете вашу внутреннюю систему безопасности, подходит ли вам этот человек, что вы сейчас в контакте с ним чувствуете. Чтобы убрать это волнение, мы смещаем фокус, это первое. А второе, можно сделать такое упражнение прямо в моменте. Если уж прям очень волнительно вам в контакте с мужчиной, это признак насторожиться, что-то здесь вам говорит ваша служба безопасности, либо представить этого мужчину маленьким, как будто уменьшайте его в размерах, уменьшайте его до такого возраста ребенка. Представьте, что перед вами или рядом с вами сидит маленький мальчик, вот он такой симпатичный, хорошенький, и сразу немножечко ваше волнение спадет. Конечно же, не нужно постоянно представлять его маленьким мальчиком, только в момент какого-то очень сильного волнения. Третьим пунктом я хотела бы осветить ваше поведение непосредственно уже в контакте с мужчиной на первом свидании. Конечно же, проявите уважение, не нужно опаздывать. Те старые установки, когда женщина должна опаздывать, а мужчина должен ждать, сегодня уже не работают. Скорее, это будет выглядеть как неуважение к человеку, потому что у нас сегодня время стоит очень дорого, и люди для того, чтобы встретиться, куда-то ехать, да, где-то встречаться, это действительно немного сложно сегодня. В основном люди общаются посредством переписки или по телефону, поэтому приходите все-таки вовремя и приходите с улыбкой, в хорошем настроении. Нету ничего печальнее женщины, когда она очень красиво выглядит, когда она готовилась, видно, но у нее очень печальные такие потухшие глаза. Если у вас что-то сейчас не очень хорошо идет, то лучше не приходить на свидание в таком настроении. Лучше все-таки попытаться как-то с этим справиться самостоятельно, либо со специалистом разобраться, что там внутри вас происходит. Ведь все хорошее создается вот в таком хорошем настроении, действительно. Об этом нужно помнить. Бесспорно, не нужно относиться к свиданию как к последнему шансу. Даже если вам кажется, что этот мужчина просто великолепен, он вам идеально подойдет, это только ваше представление о нем. На самом деле все может выглядеть совсем иначе. Вы знаете, как есть такой принцип самурая. Для того, чтобы выиграть сражение, нужно уже умереть. Будто бы вы проиграете уже самый худший вариант, что мужчина окажется абсолютно неподходящим, это не ваш, и у вас ничего не получится. Вот представьте, что вы просто идете для того, чтобы с человеком пообщаться, подружиться, провести хорошо вечер. Далее обязательно протранслируйте мужчине, если возникнет такая ситуация, своего уважения к себе и что у вас есть границы. Например, когда вы хотите уходить и вас начинают задерживать, вы не хотите что-то пробовать, вас как будто бы давят, заставляют, вы не хотите встречаться в каком-то месте, вас пытаются переубедить. Вот эти моменты вы должны сразу же пресекать, да, говорить, что нет, спасибо, мне это не нравится. Если вы видите какое-то давление, то, конечно же, свидание лучше закончить. Обязательно посмотрите видео на моем канале на эту тему, если вам интересно. Следующий пункт: не стесняйтесь своих эмоций, не стесняйтесь показать, какая вы на самом деле. Ведь если стоять на пальчиках, на них долго не простоишь, да, и пытаться изображать из себя того, кем вы не являетесь. Попытайтесь максимально быть открытой, свободной, легкой. Ну, не сложится свидание, да бог с ним, сложится в другой раз. Как будто бы, когда у вас есть вот эта вот важность, да, что вот хочется во что бы то ни стало, чтобы все сложилось в этот раз. Вы знаете, чем больше
важность, тем больше ошибок мы делаем, тем зажатее мы выглядим. Поэтому расслабьтесь. Не сложится, не сложится, сложится в следующий раз. Никуда вы не денетесь от счастливых отношений, если вы действительно их хотите и вы настроены на такие отношения. И, конечно же, место, где будут проходить свидания, это тоже важно. Замечательно будет, если у вас есть несколько мест, где можно спокойно поговорить, в какой-то очень уютной, комфортной обстановке, знакомой вам, возможно, потому что первое свидание вы должны чувствовать себя максимально уверенно и комфортно. Если место будет очень шумным, вы не сможете нормально поговорить, и этот стресс будет передаваться вам тоже. Конечно же, если вы идете в заведение, где можете поесть, замечательно, но если вы идете просто на прогулку, то не идите голодными, конечно же, что-то перекусите, потому что когда вы будете испытывать чувство голода, тут уже как будто бы не до расслабления, будете думать постоянно о еде. Пускай на первом свидании будет что-то, что вас хотя бы немножечко сблизит друг с другом. Вы можете поговорить о каких-то детских историях, да, рассказать, посмеяться. Обязательно, чтобы были какие-то моменты, где вы посмеетесь, где вы пошутите. Не пытайтесь сразу вот увидеть в мужчине вашего там будущего мужа, отца ваших детей. Не нужно. Попытайтесь с мужчиной сначала просто подружиться. Вам должно быть интересно, потому что, поверьте, для отношений дальнейших это очень важно, чтобы с мужчиной было не только комфортно и безопасно, с ним еще должно быть интересно. Конечно же, не задерживайтесь на свидании долго. 1,5-2 часа для первого свидания достаточно. Вас должно быть немного не хватать. Мужчина должен хотеть с вами встретиться вновь. И не тогда, когда он уже сам скажет: извини, мне пора, а чтобы вы сказали: дорогой, спасибо тебе за прекрасный вечер или за прекрасный обед или день. Мне нужно бежать, увидимся в самое ближайшее время. И если свидание было действительно каким-то классным, напишите мужчине вечером перед сном или на следующий день утром, что свидание было очень классным и вам очень-очень понравилось. Мужчине нужна обратная связь о том, что вы чувствовали себя комфортно, что вам было хорошо, весело и очень интересно. После свидания проведите чекап вашего состояния. Какие эмоции, какие чувства у вас рождаются по отношению к мужчине, что вас, возможно, насторожило, какие моменты нужно запомнить, да, на будущее. Мы с вами помним, что нужно внимательно слушать, быть хорошим собеседником, позволять мужчине в этот момент вести. Дайте мужчине рассказать о его планах на жизнь, что он хочет. И вы по крупицам будете собирать эту информацию для того, чтобы понимать, подходит ли вам этот мужчина. Ведь долгие, счастливые и здоровые отношения зависят от правильно выбранного партнера.